Чай, который якобы запрещено ввозить из Китая или там запрещено продавать иностранцам, и то, что там какие-то обезьянки собирают его в красных халатиках, и то, что там это там самый древний, единственный в мире чай и так далее. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Сергей Шевелев, и это серия «Азбука чая», серия видео о том, как вообще обращаться с хорошим чаем, самые основы. И сегодня мы будем разбирать самые распространенные мифы о чае, какие-то дурацкие маркетинговые приемы, скажем так, стоп-слова, когда вы услышали такие вот эпитеты чая или какие-то фразы рекламные или прочее, когда точно абсолютно понятно, что вы имеете дело с какой-то ерундой, когда он пытается что-то продать некачественное, либо когда просто человек, который продает чай, некомпетентен. Поэтому сегодня мы будем разбирать мифы о чае и всяческие разные небылицы, которые, к сожалению, пока еще распространены среди чайных магазинов, продавцов чая. Ну или просто вы можете это услышать где-нибудь от друзей, знакомых или просто людей, которые думают, что они что-то в чае понимают, но при этом услышали эту информацию из некомпетентных источников. Итак, вы не так давно попробовали хороший чай. Первый раз, и вам захотелось как-то разобраться в теме более подробно. Что же вы делаете? Вы находите ближайший специализированный магазин, приходите в него и спрашиваете продавца: посоветуйте мне что-нибудь. И именно в этот момент вам нужно все-таки иметь какое-то базовое знание для того, чтобы понимать, что именно спрашивать, и не попасться на какую-то непроверенную информацию. Достаточно распространенный миф – это чай, который якобы запрещено ввозить из Китая или там запрещено продавать иностранцам. В частности, так говорили о желтом чае, который, в общем-то, тоже был достаточно мало распространен даже во времена императора и всегда поставлялся ко двору императора. И это действительно, кстати, правда. Действительно, он контролировался его сбор, и кому попало, его не продавали. Но сейчас это уже давно не так. Если вы в чае разбираетесь, если вы приезжаете на место производства, то, конечно же, можно найти хороший чай. Просто нужно потратить на это время, нужно этим заниматься прицельно, и всегда этот чай можно, конечно же, вывести из Китая. Просто в зависимости от сложности и именно того, как вам надо его найти, это может быть немножко более сложно логистически, или там нужно больше потратить времени, но ни в коем случае нет никаких запретов. Очень часто под этой легендой могут скрывать какой-нибудь белый чай низкосортный, там, например, серебряные иглы, тот же самый инь-джень. Таким названием могут называть практически все, что угодно. Вот, начиная там от зеленых чаев, белых, даже некоторых типа желтых, которые на самом деле белые и так далее. То есть никогда не стоит опираться на вот эти вот названия, всегда нужно понимать, какой должен быть эталон, и пробовать этот продукт. Ну, кстати, в ссылке под видео будут несколько интересных подборок чаев, в том числе как раз вот эти вот серебряные иглы, белый чай и желтый. Можете сами посмотреть и знакомиться. Второй миф – это старый пуэр, тот самый 20-летний древний пуэр. Казалось бы, уже давным-давно этот миф был развенчан, я о нем очень много раз рассказывал ранее, но давно не поднимал эту тему. Снова хочется еще раз рассказать. Конечно же, возраст пуэра – это важно. Конечно же, пуэр хороший выдерживают, но ни в коем случае возраст пуэра не является главным его критерием. То есть, когда у нас только-только начал появляться пуэр в стране, как он заезжал? Он появлялся в виде, значит, чая, который вот столько-то, столько-то лет. То есть, пуэр 5-летний, пуэр 10-летний, пуэр 20-летний. Поэтому никакое сырье, никакое там, значит, почки, не почки, содержание, градация, фракция листа, обработка, там какие-то еще нюансы, даже шен это или шу-пуэр, иногда это вообще не указывалось. То есть, конечно, в основном к нам завозили шу-пуэр, темный пуэр, а шен-пуэр светлый, да, или сырой пуэр, его завозили меньше. Но так или иначе, на это никто не обращал внимания, все говорили только про возраст. Этот критерий тоже важен, но ни в коем случае, если вы видите название чая, например, пуэр 10-летний и больше вообще ничего, то, скорее всего, это тоже попало, этот чай, к продавцам из не очень компетентных источников, то есть, прежде всего, от продавцов, которые занимаются очень большим опытом, но при этом в чае особо глубоко не разбираются. То есть, это тоже такой некий маркер, когда вы видите, что пуэр 10-летний, пуэр 20-летний и никакой информации, значит, это, скорее всего, чай не очень хороший. Возраст пуэра – это такая распространенная тоже байка, и поэтому она часто бывает в комплексе с закопанным в землю пуэром, естественно, это не так, и так далее. Ну, чуть подробнее об этом было у меня уже в других видео. Вы можете поискать на канале производство пуэра, а также ферментация пуэра. Это достаточно уже хорошо раскрытая мной тема. Кстати, о пуэре. Сейчас я заварю пуэр, вот, потому что надо попить чая. Не бывает хорошего рассказа о чае без хорошего чая. Буду, кстати, пить сейчас шен-пуэр.
из деревеньки Банпен 2017 года урожая. Кстати, вот еще про пуэр, раз уж мы про него заговорили, я считаю хорошим тоном указывать год производства чая. То есть когда, например, написали десятилетний, окей, а допустим, он приехал в Россию там 5 лет назад, и какой он тогда должен быть? Тоже по-прежнему десятилетний? Это тоже как момент о некорректности вот таких вот эпитетов в названии чая, и когда говорят там десятилетний, там какой-то там 5-летний. А вот год производства написать, это вполне себе корректно. Вот, это касается и светлого пуэра, и темного, и шу, и шена. Да, я сейчас заварю шен-пуэр молодой. Кстати, пуэр, именно шен, он очень хорош для выдержки естественной. И если говорить про возраст, то для него это гораздо более значимо, для него это гораздо более заметно, когда он выдерживается. И поэтому часто, когда вот у нас раньше, опять-таки, вот эти 10-летние, 20-летние пуэры продавали, это всегда был шу-пуэр, для которого возраст, конечно, тоже имеет значение, но гораздо в меньшей степени, чем для шена. И поэтому тоже это получается такое проявление еще одной грани некомпетентности в чае. Следующий замечательный миф. Чай сенча. Все или сенча, там по-разному транскрибируют, но больше все-таки склоняются к сенча. А это достаточно известный жирный зеленый японский чай. Один из, пожалуй, самых известных, наравне с чаем матча или маття. И под этим видом очень часто в рестораны поставляется продукция такая весьма сомнительная, то есть это бывает какой-нибудь там неликвидный китайский чай или какой-нибудь очень старый зеленый чай, там чуть ли не из Вьетнама, откуда угодно. То есть так как название известное, используют, в общем-то, под любым абсолютно соусом это название, лишь бы просто оно было. А что там будет по факту, какой это именно будет чай, уже никто не знает. Я это больше всего видел в хорика, в ресторанах, то есть иногда в магазинах, но чаще всего в ресторанах. То есть вы читаете какое-то меню, и та вот сенча. Вот все хотят почему-то эту сенчу, но я ни разу, ни в одном даже на таких достаточно хороших ресторанах я не встречал эту самую сенчу, именно настоящую. Это жирный зеленый чай. Если проводить аналоги с китайским, может быть, он немножечко близок к лунзину, потому что похожие технология обжарки, но, может быть, даже к чаю Дингу Дафан. Есть такой прародитель чая лунзин. Так или иначе, всегда, если вы встречаете название сенча, но при этом чай по вкусу, скажем так, весьма отвратителен, это ни в коем случае не означает, что чай сенча плохой. Это означает просто, что, к сожалению, под этим названием продается очень много неликвидного продукта. Качественный сенча, безусловно, существует, но это всегда чай достаточно такой не самый дешевый, во-первых, потому что хороший настоящий японский чай – это тоже отдельный продукт. Я, к сожалению, именно в данный момент, я еще сам не был в Японии, я целенаправленно занимаюсь Китаем и Тайванем, но обязательно планирую в эту тему углубиться, съездить тоже на ферму, на производство, уже предварительно общался с владельцами фабрик и, думаю, тоже тему японского чая буду раскрывать более подробно. Но даже я, учитывая мой огромный опыт, все равно не рискую, пока сам лично не общался с заводом, пока сам лично не был на месте производства, говорить о том, что у меня там какой-то качественный японский чай. При этом большинство компаний, которые торгуют так и называемым настоящей сенчей, на самом деле даже никогда не представляют, что это за чай, к сожалению. Причем часто без всякого злого умысла, просто потому что у нас очень большой вакуум образования чая в России. Знаменитый, великий, могучий молочный улун. Это тоже такая уже излюбленная байка. На самом деле до сих пор этот чай крайне популярен в России. И не только на Западе очень тоже, как это Milk Oolong, он называется по-английски. А по-китайски этот чай называется Найсянь Динсюань. Очень такое длинное название. На самом деле оригинал происхождения этого чая на острове Тайвань. Найсянь по-китайски означает молочный аромат, а динсюань это означает огненный цветок, то есть огненный цветок с молочным ароматом. Соответственно, если убрать из этого Найсянь динсюаня приставку Найсянь, остается просто улун огненный цветок. Огненный цветок – это изначальный чай тайваньский, то есть это вид улуна, который был селекционирован, выведен на Тайване, и это натуральный, вкусный, ароматный чай. Похож он на чай тигуанин или железная бодхисаттва, на материковый улун. Это светлый улун, по цвету похож на зеленый чай, если вы не очень разбираетесь в чае, но так или иначе это такой ароматный, приятный, вкусный чай, без каких-либо добавок.
Клиенты очень сильно обрадовались, захотели именно вот такой вот чай себе заиметь и запросили произвести его еще. Естественно, случайным образом это не было возможно сделать, то есть это было именно такой вот, скажем, эксперимент, и повезло, получился такой вкус. Но при этом, так как был большой запрос от клиентов, они решили придумать некий ароматизатор. Сначала был ароматизатор японского происхождения, потом тайваньского, сейчас уже и в Китае тоже его делают. А, к сожалению, большинство, самое подавляющее количество этого чая, оно делается из так называемого неликвида. То есть есть чаи, которые очень, скажем так, восприимчивы к длительному хранению в плохом смысле, то есть они не становятся выдержанным хорошим чаем, а быстро состариваются. Это зеленый чай, прежде всего, и тигуанин, светлые улуны, тайваньские улуны. И вот берется такой чай, часто бывает, большей частью это чай тигуанин с юга провинции Фудзянь, который полежал 3-4-5 лет, он еще не превратился в лаоча, но уже потерял свой первичный вкус. Таким образом, этот чай просто стал безвкусным. Его ароматизируют ароматизатором этим молочным и поставляют в западные страны. В Китае такой чай вообще не пьют. То есть никто не пьет молочный улун, даже когда ты спросишь у китайца такой-нибудь там ё-моё, найсян динсюань, хочешь, ё-моё, найчха. Когда ты говоришь най, вот этот най, это молоко по-китайски, они обычно себе представляют чай с молоком. Они говорят, ну эти там тибетцы пьют чай на молоке. То есть они даже не понимают, о чем ты говоришь. Вот. То есть это распространено в туристических районах, может быть, на острове Хайнань часто могут туристам предложить этот самый вот молочный улун. На самом деле это отвратительный абсолютно продукт, который, в принципе, не, к сожалению, или к счастью, но китайцы сами это не пьют. А это, пожалуй, кстати, единственный чай, при этом, который продаем мы. Но сейчас я сделаю одну важную ремарку. Мы его делаем из нового свежего чая, то есть берем хороший нормальный тигуанин, берем японский ароматизатор, причем в низкой концентрации, и делаем ароматизированный чай. Из всего нашего вот огромного ассортимента это единственный чай, который я делаю. К сожалению, просто все его настолько любят, что просят его делать. Но при этом всегда, когда меня спрашивают, надо ли его пить, я говорю, нет. У нас он есть исключительно для тех, кому он очень нужен, но мы всегда советуем натуральные чаи. То есть, если вы хотите получить приятный настоящий вкус улуна, я советую чай тигуанин, я советую тайваньские улуны, будь то оригинальный динсюань или, например, улуны из Алишань. Также могу посоветовать светлые улуны севера провинции Гуандун, это мелансянь дансун, то есть это медовая орхидея, улун такой тоже очень хороший. Эти чаи, они раскроются невероятными красками, после того, как вы их попробуете, к ним привыкнете, вам уже будет никакого желания пить какой-то там молочный ароматизатор. Стоит сказать еще и о чаях, которые просто имеют какие-то непонятные названия, которые не имеют ничего общего с оригинальными китайскими названиями, всякие там слезы девственницы, улыбки Джоконды, там какие-то просто придуманные именно в России названия, да не только в России, на самом деле это есть и в других странах тоже. То есть такие чаи тоже никак нельзя классифицировать как хорошие, потому что чаще всего это ароматика, всевозможные с огромным количеством добавок, которые просто создаются уже, купажируются здесь из разных компонентов, часто собранных с разных материков, и обязательно с добавлением химических ароматизаторов. Такой чай я вообще не называю даже хорошим чаем. То есть, если вы видите в магазине, который себя позиционирует как хороший магазин, большой выбор подобных чаев, то это тоже такой маркер, который говорит о том, что люди безответственно относятся к чаям. Особо стоит обратить внимание на всевозможные абрикосовые улуны, персиковые улуны, или какие-то там улуны с кофе, или какие-нибудь улуны с чем-нибудь еще. То есть очень много, к сожалению, после того, как молочный улун стал популярным, начали добавлять туда все подряд. Главное, чтобы звучало слово улун и какая-нибудь там непонятная присадка химическая. Надо сказать, что настоящие улуны, конечно же, не имеют подобных приставок, и всегда это китайское название чая, и чай полностью натуральный. Самый знаменитый улун из темных улунов – это чай дахунпао или большой красный халат. Сколько всяких мифов и легенд о нем, пожалуй, на первом месте после молочного улуна будет. И то, что там какие-то обезьянки собирают его в красных халатиках, и то, что это самый древний, единственный в мире чай и так далее. На самом деле это региональный бренд севера провинции Фудзянь. Под этим названием может быть очень много разных сортов, но для упрощения часто так могут назвать и другие сорта. Конкретно мы следуем правилу, что дахунпао, как правило, это купажный сорт, который имеет некие характеристики, он достаточно мощный во вкусе, плотный, такой насыщенный, и имеет темный настой и сильный вкус, такой мужской чай, классический мужской чай. А многие другие продают под этим названием часто и остальные сорта, но мы же, как правило, эти сорта каталогизируем как шусянь, жоугуй, байдигуань и другие
другие оригинальные китайские названия, которые тоже из этого региона и в целом похожи на Дахунпао. А Дахунпао часто может быть вообще каким угодно, то есть так же, как и другие знаменитые сорта, поэтому очень важно тоже его пробовать, иметь некий свой стандарт, вот, и сравнивать, потому что под этим названием может быть все, что угодно. То есть тут не бывает каких-то особенных правил. Главное, что классический Дахунпао, он должен иметь вот эти вот характеристики, о которых я говорил, то есть достаточно плотный аромат, достаточно четкий, яркий вкус, вот эти вот хлебные ноты, пропеченность. И не должен быть очень резких нот. Это всегда такие продольные скрученные листики без крошки особо сильные. И не должно быть таких вот пережаренных горелых нот, которые часто бывают у такого неликвидного Дахунпао. Ну, я так очень кратко попытался изобразить основные параметры. Конечно, их очень много, но в целом примерно так. Знаменитый сорт Лунзин или колодец дракона. Тоже им очень грешит наша хорика, то есть рестораны, кафе, которые под этим названием тоже можно увидеть все. Часто сенчу путают с лунзином, и эти два сорта, бедные, несчастные, им больше всего досталось, если говорить о зеленых чаях. Вообще оригинально этот чай происходит с озера Сиху или западного озера, неподалеку от города Ханчжоу, это север провинции Чжэцзян. Сейчас этот чай делают не только там, конечно же, его делают и в провинции Сычуань, и в провинции Гуйчжоу, и даже в провинции Гуаньси, и даже в провинции Юньнань его тоже немного делают. Он очень популярен в Китае. Вот. Некоторые продавцы считают самый правильный лунзин там с Львиного пика рядом с озером Сиху, рядом с городом Ханчжоу. Некоторые считают, что он имеет право быть откуда угодно, главное вкус, аромат. Я придерживаюсь такой срединной точки зрения. Если чай называется Сиху лунзин, он должен быть обязательно именно из провинции Чжэцзян, то есть именно с озера Сиху. Если чай называется лунзин, то он может быть откуда угодно из Китая. В общем-то, географическая составляющая здесь для меня лично, я считаю, она не на первом месте уж точно, потому что гораздо важнее его вкус и аромат. Сиху лунзин – это зеленый чай, он всегда должен обладать свежестью, он должен обладать такой легкой жареной ноткой, должен выдерживать большое количество проливов при классическом китайском заваривании. И, конечно же, такой чай не может быть крошенным, у него не может быть слишком большой лист, то есть листик всегда среднего размера, где-то около, там, может быть, 2 сантиметров. Вот. И, как правило, его специально не хранят долго, то есть, конечно, тоже, как из любого чая, из него можно сделать лао-чай или выдержанный чай, но это такой, скажем, скорее уже к эстетам. И чаще всего в магазинах, если вы видите лунзин, и он не свежий, это все-таки просто старый испортившийся чай, потому что чай низкого качества, он не имеет какого-то потенциала к выдерживанию. Обычно на 2-3 год такой чай уже можно отнести к неликвидному. Кстати, ссылочки на хороший лунзин тоже будут внизу. Лично я сам выбираю лунзин из провинции Сычуань, из провинции Гуйчжоу, и оригинальный лунзин из Сиху тоже у нас есть. Вот, но есть, скажем так, лунзин, который очень сильно завышен в цене за счет того, что география произрастания та самая. На самом деле, если вы сравните эти чаи между собой, то вот эта вот завышенная цена оригинального чая, конечно, он может быть чем-то лучше, но он не лучше в 5-6 раз, как это бывает с чаями из того самого раскрученного места. Часто это все-таки такая наценка за бренд, и гораздо меньшей степени составляющей цены здесь является именно вкус, ароматические характеристики самого чая. Связанный чай. Вот эти вот замечательные шарики, которые кладут в стеклянный красивый стакан, и там такие цветы, такие все расцветают во всех сторон, там всякие ниточки, там все вообще супер, и все такие восторженные отзывы. Какой же там замечательный красивый чай. Вот я попила там в таком-то там супер ресторане, там за $1 000 000 мне принесли вот этот вот замечательный волшебный супер чай. На самом деле в Китае называется это чай гун-и или мастерство, то есть как вот гун-и-чха, то есть чай, который для него, скажем так, нужно было произвести некоторую работу с листом. На самом деле, действительно, делать его не очень просто. То есть нужно собирать длинные побеги, неликвидные, потому что нормальный побег всегда маленький для зеленого чая. И всячески там их связать, подвязав всякие ниточки, цветочки. И, значит, все это еще потом скрутить в шарик, и еще высушить хорошо, и еще, чтобы при этом это хоть какой-то вкус имело. На самом деле, понятно, что при таком отношении вкусным этот чай, в принципе, быть не может. Он создан именно как арт-объект, как чай не для питья, а чай для красоты. Вот так его воспринимают в Китае. Часто тоже можно увидеть в каких-то заведениях столичных, то, что вот, смотрите, какой красивый, то есть у нас вот есть такой арт-ти, то есть типа там чай искусства, то есть искусство чая. Но ни в коем случае не искусство чаепития. Это чай для красоты, и чай не имеет никакого отношения к вкусу ароматики, потому что, как я уже говорил, такой длинный побег
который берется для вот этого связанного чая, он изначально не может быть хорошим. Там попадается большой кусок черенка, который дает горечь, настой. Там просто часто берется старый чай, который не первого сбора, и даже не второго, и даже не третьего, бывает вообще летний чай. То есть такой чай, в принципе, изначально не может быть хорошим. Кроме того, еще очень часто в вот эти вот связанные чаи добавляют ароматизаторы. Ну, тогда, в общем-то, можно вообще на нем поставить крест. Мы такой чай, кстати, не продаем и, в общем-то, не занимаемся им изначально, потому что он не соответствует, скажем, нашему представлению о качественном продукте. Про ароматизированный чай в целом я уже говорил, но надо сказать, что да, я затрагивал молочный улун, затрагивал какие-то другие сорта, там такие персиковые улуны и все прочее. Надо сказать в целом, что часто ароматизируют, бывает даже и красный чай, и даже пуэр. То есть мне один раз выпадалась ситуация, когда мне дали пуэр, и он после первого пролива полностью потерял свой вкус и аромат. Такое, в принципе, невозможно даже у пуэра не очень высокой категории, то есть все равно он должен иметь какой-то вкус на втором, на третьем проливе. Тут же этот чай умер буквально после первого, что говорит, что там был какой-то химический ароматизатор. Поэтому, да, очень важно, чтобы чай не подвергался воздействию никаких добавок, и, в принципе, хороший чай в них и не нуждается. Обычно ароматизируют, что первая задача – это когда чай устарел, то есть он просто не годится, у него нет ни вкуса, ни аромата, ничего, и, по сути, его используют как сено, то есть некую солому, которую добавляют просто ароматизатор, чтобы он имел какой-то вкус. Второй момент – это когда чай может быть не слишком яркий вкус, недостаточно яркий, казалось бы, для массового потребителя. Это когда у человека не развиты рецепторы, не развит вкус, и он просто не чувствует нот настоящего натурального чая. К сожалению, это далеко не все, то есть бывает очень много всяких разных ухищрений, как пытаются обернуть, скажем так, не самый лучший продукт в красивую упаковку. Напоследок скажу как раз про упаковку, потому что очень часто люди смотрят на какую-то некую баночку, коробочку, как, например, вот передо мной сейчас стоит вот такая коробочка на 80-х годов, и здесь написано Chinese Green Tea. Как вы прекрасно понимаете, если бы здесь не было надписи на английском, здесь была бы надпись только на китайском языке. И так очень часто бывает, то есть вы можете получить некую коробочку, пакетик, где что-то написано на китайском. Что там внутри, не знает никто, потому что даже если там написано, это абсолютно не означает, что содержимое идентично упаковке, потому что упаковка и сам по себе продукт, они живут абсолютно раздельной жизнью в Китае, то есть это здесь производится упаковка и продается, здесь производится чай. Как это соединяет продавец, это никто никогда не знает, и поэтому мы обычно никогда не покупаем никакой упакованный чай. Я работаю непосредственно с фермами, с производителями, и потом уже упакуем чай непосредственно в России, для розничной упаковки, которая нужна финальному потребителю. Поэтому на упаковку обращать внимание точно не стоит, на какие-то красивые фантики, все вот это вот некая мишура, которая не говорит ничего о продукте. Наоборот, даже есть обратная закономерность, чем красивее там вот такая прям фешенебельная упаковка, чем, как правило, более доступный, такой простой, мягко говоря, там будет чай внутри, потому что иначе себестоимость продукции будет очень высокой. То есть хороший чай, его не так много, и нет смысла его упаковать в какую-то там нереальную упаковку, потому что он и так продастся. А вот всякий бросовый, такой массовый чай, его как раз нужно презентовать более красиво, для того, чтобы его хоть кто-то купил. Поэтому, как правило, тоже такой маркер, если вы видите куча дорогих фантиков, все блестит, все в упаковках, вот весь такой прям супер красивый чай, то это абсолютно... Нужно сначала этот чай, обязательно попробовать, перед тем, как его приобретать. Ну и к тому же, когда он запакован, вы не можете на него посмотреть. То есть чай нужно посмотреть или хотя бы с ним его вдохнуть аромат, в идеале заварить. Но если вы не можете даже посмотреть на сам лист, то, собственно, вы тогда покупаете некого кота в мешке. Ну и напоследок, очень важный момент. Часто вы видите магазин чай, кофе, что-то там еще. Как только вы видите слово кофе, забудьте про это место, потому что чай и кофе вместе хранить просто нельзя. Кофе имеет очень сильный аромат. Я, конечно, честно скажу, я не кофейник, я не адепт кофе, но и осуждать кофе я ни в коем случае не считаю нужным. То есть, кто любит кофе, пожалуйста, есть специализированные магазины, есть места, где умеют его хорошо жарить, умеют его хорошо готовить, можно приобрести хорошие зерна и так далее. Но я считаю, что с чаем вместе это абсолютно не сочетается, потому что по той же причине, почему ароматизированный чай нельзя хранить вместе с хорошим чаем. Ароматизаторы очень сильные, и они
чай очень хорошо впитывает ароматы. Если вы храните вместе кофе, ароматизированный чай и нормальный чай, то нормальный чай очень сильно страдает. Особенно такие чаи, как пуэр, потому что он часто бывает в блинах, в бумажной упаковке, без вакуумной упаковки, и он очень сильно впитывает атмосферу. Поэтому ни в коем случае не стоит так делать. Ни в коем случае не стоит обращать внимание на места, где продается и кофе, и чай вместе. Итак, вы посмотрели это замечательное видео. Может быть, даже кто-то вас расстроился, потому что, по сути, я вам писал большинство чайных магазинов масс-маркета России. И что же теперь делать? Надо сказать, что на самом деле есть некоторые сорта, которые, вне зависимости от того, где вы их нашли, так или иначе они будут нормальными. Их просто не очень выгодно подделать, потому что они бюджетные, доступные и, как правило, они бывают хорошие даже в масс-маркете, по крайней мере, их можно пить. Вот. Прежде всего, это чай Диньхун юннаньский, или юннаньский чай, дословно перевод. Дянь – это старое название провинции Юннань. Вот. У нас он тоже есть, называется Диньхун Динья, часто золотая почка Диньхуна, то есть такой более высококатегорийный. Вот. Но также он часто бывает и в масс-маркете, и бывает даже, что можно его пить. Также в целом, неплохой бывает чай Сяоджун. Совсем сложно его испортить, сделать его совсем ужасным. Хотя мне тоже попадались и образцы, скажем так, не очень хорошие. Кого-то, так бы скажем, рекомендовать, кроме самого себя, мне очень тяжело, потому что я все-таки занимаюсь этим профессионально и прицельно много лет. Но, тем не менее, мне лично приятно, что люди, смотря на меня и учась каким-то приемам, или заимствуя даже какие-то приемы, начинают делать что-то хорошее, и больше хорошего чая появляется у нас. Я надеюсь, что хороший чай придет и в вашу жизнь. Я желаю вам приятных чаепитий и до новых встреч.